То есть, видишь, это пигмент здесь отсутствует. Движением от себя легче зафиксировать. Но самое сложное, конечно, верхнюю губу закреплять. И вот здесь по линии я ее немножечко как бы сюда. Ну и главное, естественно, чувствовать вибрацию. Я чувствую, что проскочила. Консилером можно реально в конце создать форму, которой нет. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и я сейчас нахожусь на Бали. Наверное, это видно по обстановке. На самом деле, я хочу вам рассказать, почему на видео, которое вы сейчас будете смотреть, меня не будет и даже моего голоса не будет. Все дело в том, что в момент, когда к нам приехал амбассадор для съемок, я заболела. Я боялась, что у меня, возможно, ковид, и я отправила своего мужа Дмитрия Нечаева для того, чтобы он снял видео. И мы придумали пригласить начинающего мастера, который учится и работает у Александры Кузнецовой, нашего тоже действующего амбассадора со своей школой и студией, задавать вопросы. Это, кстати, очень интересный опыт получился, потому что начинающий мастер задает такие вопросы и видит то, чего не вижу я. На самом деле мне все понятно, я в этом варюсь уже десяток лет, а у нее глаза чистые, по-новому смотрящие на процедуру. Поэтому это видео обещает быть очень интересным, оно ответит на очень много ваших вопросов. Надеюсь, оно вам понравится. Пишите ваши вопросы, если вдруг мы не все спросили. Добрый день, меня зовут Зарина Хаитова, я амбассадор NE Pigments, приехала из города Видное. Сегодня буду показывать мастер-класс по губам на пигментах NE Pigments. Ты фотографируешь лежа, да? Да, я делаю фото всегда лежа, ну, за исключением, иногда делаю сидя. А не искажается форма губ, допустим? Ну, мне для фото, в принципе, форма губ, симметрия особо не имеет значения. Мне чисто зафиксировать, как они выглядят, какие-то дефекты, если есть на губах, потому что на фото это лучше видно. Но не симметрию, как бы симметрию я не смотрю. А почему симметрию не смотришь? Ну, а смысл я все равно буду отрисовывать. Зачем нужна такая большая линза и почему флагман американского мобильного телефоностроения, смартфоностроения не устроил тебя по камерам? То есть что она дает, эта линза? По качеству фото здесь, в принципе, все отлично, но так как фокус у него более дальний, в отличие от других предшествующих моделей, фото получается такое размытое, и оно как бы не совсем хорошо детализирует. То есть мне было сложно с ним справиться, и поэтому мы приняли решение, что нужно использовать дополнительно линзу, которая вот этот самый фокус ближе делает. И за счет этого фото тоже получается качественное и... Давай еще раз, чтобы я понимал. Под фокусом ты имеешь в виду глубину резкости? Глубину, резкость, четкость. Вот потому что я, когда, например, навожу, здесь есть такая функция, цветочек. Макро который? Макро, да. Но он искажает, некрасиво делает фотографии, там оттенок какой-то некрасивый получается. И плюс фокусирует. То он не искажает цвет, да? Да, цвет более такой... Вот если даже сфоткать, посмотреть, то слишком много детальности появляется. Это не очень красиво. А какой именно детальности появляется? Ну, то есть подчеркиваются поры, цвет у кожи какой-то некрасивый становится. Мне это не нравится. Вот если с цветочком снимать на макро. И, к примеру, если мы сейчас выключим цветочек и оденем линзу. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, 5-кратное увеличение. И все. Макро, но без искажения цвета. Да, без искажения цвета. Кожа, видишь, такая более гладкая становится, поры не такие заметные. Качество не теряется, да, как бы сильной размытости нет, в отличие от маленьких линз, которые увеличивают там на 12, на 15, да, то с этой все проще, точнее качественнее. Визуально это эстетичнее выглядит. Да, все верно. Тебя не устраивает, получается, что размываются дальние уголки рта, например? Нет, немножечко не то. Смотрите, когда я снимаю на iPhone, он, получается, фокус делает слишком далеко, и четкость от этого, по-моему, он теряет. То есть как бы мне приходится далеко фиксироваться, и как-то вот, ну, Я понял, на близком расстоянии у тебя не получается делать макроснимки, да? Да, сделать. А именно макро, встроенное в телефоне, оно искажает кожу. То есть фиксирует текстуру кожи, меняется цвет, тон. А с линзы это все смягчает. То есть губы получаются четкими, кожа такая, ну, грубо говоря, почти отретушированная, да, можно сказать так. Но при этом она не замыливает, как маленькие линзы, которые делают только фокус в одном месте в каком-то, а это полностью четко делает. А что за линза и как ей пользоваться, ты расскажешь на обучении, если вдруг к тебе приехать. Да, конечно. То есть сейчас ты не покажешь нам, это коммерческая информация. Как ты думаешь? Это лайфхак у тебя? Не хочешь, чтобы все ими пользовались? Ну, в принципе, я человек не жадный, могу рассказать для общего сведения. Welcome, рассказывай. Делали мы ее на заказ.
А в оптике пришли, заказали линзу. Немножечко там пришлось, конечно, подгонять размеры, экспериментировали, делали на 7, на 8, дома где-то даже есть и на 3, и на 4. Ну вот остановились, по-моему, если я не ошибаюсь, это 5-кратное увеличение. А китайская почему тебя не устроила? А китайская, у нее там получается рыбий глаз, если большая, да, то есть оно как бы такое все выпуклое получается, некрасивое. А совсем маленькая, если линза, которая на 12,5 увеличения, у нее там, ну, как я и повторюсь, фиксация идет в одном месте, и получается, что все размыто, и какое-то место только четкое. Естественно, это не актуально для того, чтобы потом отсматривать работы. Супер, сколько обошлась эта линза? По копейке, рублей там 800, может быть. Ну, до 1000 где-то. Но если не считать расходы, которые мы как бы понесли, пока и подбирали размеры. Круто. Может быть, начать их производство? Как ты думаешь, она будет востребована? Я думаю, что, возможно, будет, если, например, кто-то столкнулся со сложностями при работе с iPhone 13 Pro, с 12, кстати, тоже такая себе проблемка. Самый классный, конечно, 11 Pro, но их сейчас не сыскать. Если у вас есть желание заказать такие линзы, напишите в комментариях. Я на полном серьезе, мы, может быть, рассмотрим производство этих линз. А на других телефонах не пробовали с этой линзой работать? Допустим, на андроиде? С линзой нет. Я не... ну точнее, у меня был 8 плюс. Давай проверим на моей камере. Давайте. Ну, как бы на других фирмах, да, не пользовалась. Вот был 8. Очень интересно, у меня нет айфонов, я ими никогда не пользовалась. И хотелось бы очень интересно, как это на другом телефоне будет работать. Немножко с фокусом нужно понять, просто немножко к ней перестроиться, скажем так. Ну, в принципе, И давай без камеры, без Давайте. линзы теперь. Так. Сейчас фокус. Чуть-чуть мы. Итак, мы имеем два видео. Я сейчас вмешался, но вот это видео с чего снято? Ну, это, по-моему, ваше последнее видео, наверное. Вот это предпоследнее. А есть разница? Это вот с линзой, да? Да. А это без. Ну, с линзой, по-моему, более ближе. Да, согласен. С линзой более четко и видно лучше. Вопросов нет. Мы провели независимый эксперимент, и с линзой действительно выглядит четче, лучше. Я удивлен. Обрабатываю губы перед нанесением эскиза раствором дезинфицирующим. Здесь красное мыло, можно зеленое использовать, какой-то тотальной ошибки не будет. Просто антисептик. По поводу линзы, это обычная была линза, которую заказали. Цель этой линзы вообще изначально была вот эта маленькая, которая обычно идет на маленькое увеличение. Естественно, там прикручивается еще большая рыбий глаз. Его выбрасываешь и делаешь, какую тебе, в принципе, надо, которая для тебя будет там, потому что на резьбе они вытаскиваются и все, вставляешь то, что нужно. Эскиз я рисую консилером. Можно использовать консилер NYX, можно еще использовать консилер под Catrice. Тоже хороший. Главное, чтобы он был плотный. Он тогда не стирается, да? Да, тогда он лучше фиксирует и уже дольше держит форму. Ты эскиз, я так понимаю, тоже рисуешь лежа. Лежа рисую эскиз, А вот именно эскиз рисуя, ты не боишься, что исказится форма? а я потом модель посажу и проверю все. И если что-то нужно, я еще добавлю. Эскиз я рисую плоской кистью, 21 синтетик. Набираю немного. Она, получается, такая тоненькая идет и без ворсинок, она да, главное, просто как чтобы это была. синтетика. Она Да, она чтобы была плоская и не пушилась, чтобы оставляла четкую линию. Можно еще использовать вот такую кисть. То есть не обязательно какой-то фирмы прям четко вот это. Есть много кистей, просто нужно... Да, и плоская, и гладкая, чтобы четко линию ставила. По фильтруму в центре фильтрума намечаю себе центральную линию и по колоннам фильтрума. То есть ты в первую очередь арки, да, фиксируешь? Да, арочки смотрю по симметрии, где у меня будет нижняя точка и наивысшая. То, что лишнее, можно убирать мицеллярочкой сразу же. Ты микробраш используешь, да, не ватный просто? Микробраш, либо ватные палочки с такими вот ваточками. А как ты находишь, чтобы правильно именно... На глаз смотрю просто, да, на глаз. Уже привыкла так работать на глаз. И потом, естественно, еще все равно все проверяю. Потом я перехожу на правую сторону от клиента. Намечаю себе нижнюю линию. Когда рисуем эскиз губ, нужно
определиться для себя, где валик, да, вот белый валик, уже знакомый, наверное, да? То есть, видишь, это пигмент здесь отсутствует. Вот это и значит, в принципе, белый валик он и есть. Мы его стараемся сначала максимально обрезать, не использовать в эскизе. И если уже потом нам нужно будет ловить симметрию, мы будем немножечко его добавлять. Ты смотришь, получается, где начинаются поры, где начинаются волоски, да, и туда ты можешь что увидеть. Да, волоски обязательно, все поры максимально все исключаем поначалу, все. Потом я все неровности еще почищу, уберу. А по текстуре он сухой или жирный консилер, которым ты используешь как фиксатор, да? Ну, он сначала жидкий, а потом он застывает и становится более такой уже плотный. И растушевываем. И получается, за счет консилера такой контраст создается вокруг губ, и видно форму. Да, лучше видно форму. Ну вот сейчас у тебя развит уже глазомер, и ты спокойно можешь на глаз рисовать. А вначале, может быть, ты как-то ориентировалась по каким-то точкам, смотрела как-то, может... Ну, точки самое главное, смотри, вот ты находишь нижнюю точку, да, примерно по центру, вот фильтрум, да, колонна фильтрума. Ты, опять же, на глаз все равно делишь, либо ты можешь взять, ну, линейками, я как бы даже с самого начала никогда, в принципе, не работала. Тут, я думаю, да, можно просто... Просто наметила себе точку центральную, примерно от нее вершины определила. Можно эти же точки спустить вниз примерно так же, чтобы потом было легче проверять симметрию. Это эскиз с клиентом заранее как-то обсуждаешь или потом просто показываешь результаты? Обсуждаю цвет, форму. Форму показываю уже после того, как отрисую эскиз. И перехожу верхнюю губу рисовать сверху, с изголовья. Линии стараемся делать прямые, чтобы они у нас не были такими округлыми, максимально ровно, то есть собираем форму. То есть эта кисть, видишь, она тебе, в принципе, помогает уже сама даже. В целом она ставит прямые линии. Ты немножечко их потом только... Просто, получается, потихонечку просто сдвигаешься, но за счет того, что кисть, она плоская, ровная, она помогает устраивать саму форму. И главное, руки должны быть, конечно, в упоре, чтобы они у тебя, получается, более четкие линии ставились. Вот здесь вот поры, да, все исключаем. Буквально маленькую засечку ставишь и все. В принципе, головку, ой, все, уже с бровями путаю. Видно вершину, да, она такая ровная получилась. Ты потом чем-то фиксируешь консилер или просто... Да, пудра еще, да, минеральный. Немножко ушла. Я вижу, что по симметрии уже ушла, но я потом тоже подправлю, когда присядет. Сколько по времени у тебя примерно занимает эскиз? Эскиз у меня минут 30 может занимать. Бывает и такое. Опять же, зависит от того, губки, да, какие губы пришли, да. Сложно, там, допустим, если попадаются, с ними, конечно, надо повозиться. Вот, допустим, если сильная такая асимметрия, и чтобы ее исправить, придется зайти на кожу. Ты заходишь? Или отправляешь лучше к косметологу? К косметологу отправляю, да. А если, допустим, человек не хочет вот ни в какую косметологу идти, но вот хочет, чтобы ты ему сделала губы, вот ходит на... По его эскизу? Как он хочет? Да. Нет, не делаю. Да, потому что я просто понимаю, что в итоге будет некрасивая работа, и сам же этот клиент придет ко мне и потом скажет, почему у него нет эффекта, да, который он... То есть нужно уметь отказывать? Конечно, естественно, нужно. Либо мы останавливаемся на той форме, которую я предлагаю, когда я обрезаю, да, поры, волосики там. И, ну и все. В принципе, сейчас я посажу и еще буду ловить симметрию. А ты уголки больше любишь, как они, чтобы они были более сглаженные? Более сглаженные, да. А потом уже показываю. Чаще всего как бы такая форма и нравится. Редко бывает, когда острые уголки нравятся. А если природная форма своя, у них там острые уголочки? Ну, смотрю максимально, опять же, по пигментации губ. Если позволяет, то сглаживаю максимально, насколько это возможно. Перекрываю. Можно еще чистить кистью. Получается, влажной кистью, да? Да, с мицелляркой. Кисть всегда чистишь, естественно, смотришь, да, чтобы она была чистенькой, чтобы линии ровные оставляла. Как ты проверяешь, чтобы уголки сходились вместе?
А потом в конце я еще проверю по симметрии, уголочки. Стандартное упражнение, буковка О, улыбка. Конечно, самое главное здесь арка. Ее вывести максимально ровно, красиво. Как вариант, потом можно сделать фото, когда эскиз отрисуем. Вот уже сидя, в принципе, бывают случаи, когда, да, делаю, если, например, сложный случай, да, и я понимаю, что сложно поймать симметрию, тогда делаю фото. Можно еще вышину, да, проверить, немножечко их вот так вот собрать в центре. И, в принципе, видно, да, видно домик, ну да, вот арочку, получается, высшие точки. То есть эскиз нужно рисовать прям четкие линии, чтобы были видны. Иначе, если они будут размазанные, сложно будет зафиксировать. Как ты выбираешь консилер обычно? Ты знаешь какие-то определенные марки или просто перебирала разные и остановилась на каких-то определенных? Ну, скажем так, уже просто знаешь примерно по отзывам, да, по рекомендациям других мастеров. Ну, самые ходовые и бюджетные, это получается Catrice и NYX. И по структуре они как раз подходят плотные. Так, и нижнюю губу. Нижняя губа, видишь, у нее такая прям объемная и сложно отрисовать симметрично. Поэтому И там очень рано начинаются поры. да, но здесь такой момент, что мне нужно именно вот эту линию увидеть, более в натяжке. Я прошу клиента немножечко ее вот на себя. Вот так делаем. Прям старайтесь на себя, ее в натяжечке и на себя чуть-чуть, как бы вот так. Получится? Да. Это получается, чтобы ровнее, да, провести линию. Да, более четко, потому что она у нее объемная и скрывает линию, сложно. Ты, получается, ставишь руки, пальцы рядом, да, и надавливаешь, открывая таким образом. Чуть-чуть слегка. Чтобы удобнее было в уголках, да, прорисовать? Да, чтобы добраться до них. Вот теперь, в принципе, я смотрю, что в целом уже хорошо. Прошу клиента улыбнуться, прям широко улыбаемся. Угу. Так, по симметрии, да, видно, что, возможно, из-за брекетов еще немножечко вот эта сторона более чуть объемная получается, когда улыбаетесь. И вот здесь тоже слегка. Расслабьтесь, прям расслабьтесь, вот когда этого сидели. Угу. И буковку О. Угу. Так, уголочки, вот видишь, в принципе, смыкаются вот здесь вот прям чуть-чуть. Сейчас подправим. Раскрываем ротик. А брекеты нет, не мешают. У меня была клиентка, там даже отека не было. Угу. А вот и на форму это не влияет? На форму? Нет, но мы же в целом-то по губам же все равно ориентируемся. Вот в спокойном состоянии мы видим, что в принципе все аккуратненько, ровненько, да. Ну, мы все как бы немного, когда улыбаемся, нету прям идеально симметрично, да. Ну, главное, чтобы вот визуально мы видим человека, да, в спокойном состоянии, в принципе, все симметрично. Вот эта сторона, она сама по себе, но чуть-чуть более объемная. Губы, скорее всего, с фильтра, филлеры, да, есть в губах? Ну, были год назад это. Ага, просто из-за этого тоже можно немножечко симметрию давать. Чуть-чуть прямо эту сторону я еще подсокращу, потому что, в принципе, тут есть место. Угу. Улыбаемся. Поспокойнее, да, вот так. Угу. Ну и когда кистью стираю, да, немножечко так пальчиком надавливаю, чтобы валик более упругий был. Чтобы четче, да, получается, да. Более кожа натянута и четче линия. Буковку О. Угу. Все, расслабляемся. И вот, в принципе, на свой глазомер я вижу, что в целом уже все симметрично. Даю клиенту зеркало. И уже клиент смотрит на форму, на симметрию тоже. И если есть какие-то нюансы, то я как бы не стесняюсь этого спрашивать. Если что-то подправить где-то, я это делаю. Добавляю, либо убираю. Все нормально, да. Все нравится, да? Арочка кругленькая нравится, да? Такая? Чётенько. Ага, все окей. Ну, да, иногда бывает, что долго, когда рисуешь эскиз, глаз замыливается, клиент может хоть как-то сам... Да, я как бы этого, ну, как бы меня это не напрягает в целом. Ну, то есть, если нужно что-то клиенту, как бы, может быть, какие-то пожелания у него, да, то, в принципе, иду навстречу. Ты как-то ватные диски под шапочку кладешь? Это очень... Да, кладу для комфорта клиента, чтобы шапка ему не давила, да, и в конце процедуры не оставила красный след. Потому что чаще всего я люблю делать портреты, и на портретах это, естественно, уже проблема будет. Нужно будет ретушировать, заморачиваться. А здесь, в принципе, уже все, клиент готов, все красиво. Есть еще восковые полоски, можно восковую полосочку подложить.
Процедуру я буду выполнять на машинке Xeon S, эксцентрик 2,5. А ты на каких-то еще других машинках работала? На губах сейчас уже больше года на Xeon работаю. Мне пока, в принципе, все нравится. До этого был Spirit, но он мягковат для губ. Картридж Quadron, 0,30 иголочка, острая заточка. Так, немножечко захватываю пленку. Так, получается, сквозь нее, да, как будто? Ну нет, совсем чуть-чуть прям капельку, чтобы у меня, скажем так, целостность барьера, да, была максимально закрыта машинка. И ты используешь... Ну, бандажная лента, все стандартно, да, просто уже закрываю. Так, получается, он в руке не скользит, да, и удобнее. В руке не скользит и фиксирует пленку. А игла у тебя 0,30, да? Иголочка, да, 0,30, квадрон, острые заточки. Ты всегда 0,30 используешь или какие-то другие иглы также? Нет, всегда 0,30, иногда еще использую иглы Mast Pro, тоже 0,30. Они тоже мягкие, потому что я работаю на пониженных скоростях, и важно, чтобы иголочки были помягче. На квадроне сейчас работаю и буду ставить чуть-чуть побольше напряжения. 4,4 пока поставлю, а там уже по ходу посмотрим. Вылет иголочки уже, в принципе, я на глаз тоже смотрю, но потом еще тоже дополнительно проверю. Ну, примерно где-то миллиметра 2, мне кажется, может быть 2,3 от силы. Я потом еще покажу, как я проверю вылет. Эскиз фиксирую минеральной пудрой. Клиента просим немножечко губки как бы прикусить опять, вот так слегка, чуть-чуть. Потому что пудра, она высушивает, скажем так, слизистую. Она, в принципе, слизистую сушить не нужно. У клиента и так по слизистой пленочке более плотные, чтобы чисто зафиксировать контур, да, с контура, чтобы у нас не ушла. Прям плотненько, прихлопывающими движениями. Все, расслабляемся. И еще можно убрать даже дополнительно. По цвету пигментов обычно я спрашиваю у клиента, как ярко он любит красить губы в повседневной жизни, использует ли он помаду. Если использует помаду, и если это какие-то яркие цвета, да, не нюдовые, не телесные, то понимаю, что клиенту нужны будут все-таки на выходе яркие губы. Поэтому более яркое предлагаю. Если клиент использует помаду, но такого телесного оттенка, да, более спокойного, то, естественно, уже делаю губы более нюдовые. И опять же на коррекции смотрим. Если хочется ярче, уже на коррекции яркость добавляю. В принципе, у меня никогда нет такой цели сделать процедуру в один раз. Потому что цвет, может быть, да, скажем так, непредсказуемый. Ну да, лучше сделать его ярче на коррекции, чем потом человеку будет слишком ярко после первой процедуры. Пигменты обязательно хорошо встряхиваем, можно прям минутку. Пигменты, которые мы выбрали для процедуры, роза и пепельная роза. В основном мы возьмем пепельную розу и розу чуть-чуть добавим для яркости. Ты смотришь на натуральный, да, оттенок губ, чтобы в итоге посмотреть, как заживет? Потому что, допустим, если губы сильно холодные, ты, наверное, более теплые, да, используешь? Да, конечно, смотрим обязательно. Если губки холодные, то более теплые. Можно взять арбуз теплый, либо 208, по-моему, персик, чтобы их подтеплить на первой процедуре. Либо, смотря, опять же, какие они холодные, насколько холодные, можно, в принципе, сделать первый проход более теплым цветом, а потом уже главное равномерность, да, равномерно покрыть уже немножечко более прохладным оттенком. Ставь, пожалуйста, туда. А у тебя бывало такое, что местами, допустим, губы холодные, прям там синеватые такие, а в основном там более такие, как нейтральные, такие более-менее тепленькие? Ну, бывает, да, бывает, что сосудики где-то. Но все равно беру за основу тогда по максимуму, смотрю, если они максимально холодные, да, все равно, конечно, подтепляю. Все-таки лучше подтеплить изначально, чем если на выходе у нас получатся фиолетовые губы. Разбавитель еще добавляю для того, чтобы немножечко понизить концентрацию пигмента, чтобы на выходе, опять же, не получилось зажившего пластилина. И так как пигмент я укладываю достаточно плотно, то есть, можно сказать, по фото у меня видно, что они помадного прокраса, но на самом деле они заживают нюдовым, потому что как раз-таки использую разбавитель. Ну, где-то примерно пару капель, там, на 7, на 8. Обезболивающее использую всегда вторичку. Первичку не использую, только вторичка Corona Colors. А коктейль не делаешь?
коктейли. Делала в свое время, но просто это не совсем, скажем так, удобно. Его нужно постоянно держать в холодильнике, постоянно готовить, ну, то есть как бы на контроле держать. Ну, это же быстро вот это смешал все это. 3 ингредиента и все утром. Надолго хватает на самом деле, и эффект абсолютно такой же. Размешиваю пигмент. А по цене что выходит? По цене, по-моему, если я не ошибалась, 1300 вот этот бутылечек стоил последний раз, когда я покупала его. И еще такой момент, он же должен расходоваться, получается, желательно день в день, да, там, по-моему, по какому-то составу, он там дня 2, по-моему, хранится всего лишь, да. Вот, поэтому бывает такое, что он не всегда просто, каждый раз, в общем, мне это просто неудобно, каждый раз. Ну, там же всего буквально по ампулке. Там, Ну, объем там большой. Мне этого объема, на самом деле, процедур, наверное, на 15-20 хватит, если вот губы рассчитывать. То есть, как бы, я же немного использую. тоже хорошенько, да, смотрю, мешаешь. Чтобы однородности добиться прям максимальной. У тебя не бывает клиентов, которые первичку тоже приходится наносить анестезию на губы? Ну, какое-то время были, я, в принципе, наносила. А потом понимаю, что цели у нее как таковой нету. Она не сильно морозит, по-моему. Вот даже когда по своему опыту, да, она как бы жжет, печет, и клиент может ощущать все равно боль, хотя губы замороженные, а боль все равно ощущает. То есть как бы смысла, да, нету. Ватные палочки можно смочить хлоргексидином, они нам пригодятся потом проверять эскиз, закрепление эскиза. Как закреплять буду помогать проверять, как линия. То есть ты используешь хлоргексидин, да, не воду? Ну, можно и воду, в принципе, тоже заранее тоже себе готовлю. Диски сильно не мочу, в принципе, прям какие-то мокрые диски мне не нужны. Значит, как я еще проверяю эскиз? Точнее, вылет иглы. Набираю пигмент. И вот здесь на перчаточке в растяжке смотрю, как ложится он. Слегка. Ну, в принципе, все хорошо ложится, не пачкает. То есть главное, чтобы не пачкало ничего, да, и... Да, чтобы краска не лилась, да. Я вижу, что, в принципе, при малейшем касании уже краска подается. Ну, может быть, чуть-чуть сейчас убавить, наоборот, чуть-чуть прям. С какой стороны ты обычно начинаешь? Я обычно начинаю с левой, да, с левой стороны. На меня прям поворачиваемся. Значит, немножечко надавливаю, слегка как бы подрастягиваю, но не сильно тяну. Слегка, чуть-чуть. И вот мизинчиком себе еще помогаю подвывернуть. Чтобы было лучше видно, куда? Да. И примахиваюсь. Эскиз я обычно закрепляю не тонкой линией, а более толстой. Ну, ты именно линии, да, закрепляешь? Ты не идешь, допустим, просто полностью заполняя. Сначала просто закрепляешь контур. Нет, не делаю. Я как бы вот у контура немножечко свои движения замедляю. Да, стараюсь вывести линию, но в принципе все равно потом кверху еще немножечко поднимаюсь. В принципе, стерла, проверила, да, вот видно, что остаток уже есть. И он как бы такой мягкий, не плотный, прям в меру, да, ну видно. Да, после анестезии он еще подпроявится. И дальше в таком же темпе. У тебя какой примерно длины стрижки идут? Длины, ну, примерно где-то 5-7 миллиметров. Да, на контуре можно даже еще побольше мельчить, потому что контур чаще всего слабо приживается. У тебя один заходит блок на другой, да? Да, примерно 50 на 50%. Так прокрас получается более плотный, да? Более плотный, да. Проверяю достаточно часто, потому что участки разные на губах. Сколько, в принципе, проходов ты делаешь? Ну, в среднем 3, где-то в 3 укладываюсь. То есть для меня это вот сейчас первый. Первый, это, получается, контур ты закрепляешь, да? Второй проходишь по основному прокрасе, да? Да, прокрас. А на третьем проходе уже смотрю, где какие пробелы, и плюс еще дорабатываю слизистую. То есть ты на слизистую оставляешь под конец, да? Потому что пухая, да? Отек может быть пойти, да. Ты подкладываешь ватный диск, да, чтобы не смазать. Да, не смазать там, то, что не дотерла. И просто он помогает более плоскую губу сделать. Ты работаешь под углом или 90 градусов кожи? 90. Но если, например, в этом месте будет ложиться плохо, то можно немножечко
сделать угол. Прям там буквально на 85. Ты на губах работаешь только в одну сторону? Когда закрепляю, делаю все-таки в одну сторону, да. А уже когда начнется второй прокрас, второй проход, да, там уже поувереннее маятником. Ну, получается, контур ты аккуратненько прорабатываешь в одну сторону, дальше уже можно немножечко разгуляться и в несколько сторон. У тебя есть какие-нибудь там лайфхаки, когда ты закрепляешь контур? Лайфхаки, ну смотри, так как пигменты концентрированные, да, я все-таки не берусь закреплять их такой монотонной, да, сплошной линией. Ну, у тебя скорее тут идет как не линия, а облачком таким, то небольшим вдоль губы. Да, А ты анестезию, получается, наносишь после того, как контур только закрепишь, или когда еще основной пройдешься один раз? один раз наношу анестезию, когда контур вот сейчас закреплю. И пока буду верхнюю красить, у меня нижняя, в принципе, будет готова. Здесь слабовато. Если вижу, что слабовато, да, не хватает мне этой легкой линии, тогда я уже вот уплотняюсь и более медленно спускаюсь. То есть можешь там вернуться, допустим, да, если проверила и недостаточно яркость. Да, конечно. Пройтись еще раз. Ну, то есть линия уже более такая, раз, два, три, да, на счет. Поплотнее, уже больше уделяю внимания этому месту. Оно само по себе всегда сложнее фиксируется. Чашечка. Когда ты на уголочках контура закрепляешь, ты там поплотнее кладешь или, в принципе, как и на всей губе? Да, в принципе, как на всей губе. Но опять же, смотрю по ситуации, если плохо ложится, опять же, замедляю движение и делаю линии еще больше внахлёст. Либо можно даже использовать движение туда-сюда. Еще бывает, что, например, движением от себя легче зафиксировать, потому что как-то немножко жестче получается. Если в каком-то месте, опять же, не ложится пигмент, да, вот от себя можно пойти. Как ты определяешь нажим, допустим? Нажим Да, свой. по вибрации, да. Ты чувствуешь же вибрацию пальцами. Вот эта рука у тебя, в принципе, она даже, наверное, и больше основная рабочая, потому что она тебе подсказывает, насколько ты сильно, скажем так, давишь, не давишь. Он даже, видишь, когда не стирается, чем хорош, что даже если вдруг где-то контур чуть слабее взялся, да, то, в принципе, эскиз у нас еще сохраняется. Ну, я вижу, что есть. А на жирной коже, допустим, консилер хорошо держится? Да, тоже хорошо держится. Самое главное зафиксировать его вот сухой пудрой, да. Сейчас, кстати, у меня пошло движение такое туда-сюда, но в принципе это как бы не так критично, да, что именно вот таким движением нужно работать или каким-то определенным движением. То есть всегда подстраиваюсь под ситуацию, смотрю, как ложится пигмент, как мне удобно, например, руку держать, да, удобно, все. Ты обычно ватный диск не кладешь на зубы? Можно положить, если, например, губы не такие упругие, да, у нас в модели губы красивые, упругие, поэтому, в принципе, нет такой цели их как-то еще излишне натянуть. И кожа должна быть сухая всегда. То есть, если ты протерла влажным диском, обязательно сухим пройтись еще. Ты, получается, вот мизинцем нажимаешь, да, слегка, и он сам как бы... Да-да-да, чуть-чуть подвыворачивается, да-да-да. Вот правой рукой, да, чуть-чуть, немножечко как бы так подвыворачиваю. Много анестезии не наношу, чтобы вот так все размазать, нет. Больше по контуру. А на всю губу ты не наносишь, да, его? Не наношу, потому что заметила, что как бы пойдет такая, знаешь, как реакция. Губы могут сильно схватиться, да, может быть, из-за этого даже пойти уже неравномерный отек. То есть где-то чуть больше схватились сосуды, где-то меньше. Плюс какие-то фиолетовые, знаешь, такие вот моменты появляются, когда спазм сосудов появляется. Не очень красиво. А клиенту не будет больно, допустим, когда ты будешь работать в середине губы, анестезию ведь там не... А это место, оно нечувствительное, в принципе. Да, самое главное у нас контур болезненный, неприятный. Закрываем пленкой, открываем губки немножечко. Все, прикрываем. Ну, самое сложное, конечно, верхнюю губу закреплять. Здесь уже руки сложнее поставить, да, и плюс не потерять арку, плюс кожа здесь такая более плотная, причем по всей губе чаще всего. В этом месте особенно.
забыла еще такой момент. Вот у нас губы у модели, видишь, они такие более сухие, да? Можно взять мазь. У меня мазь Пурилам Миделла для увлажнения. Чтобы пока я работала на верхней, она хотя бы немножечко увлажнилась, и корочки стали помягче. Можно взять вазелин. Он примерно такого же, да, будет? Да, да, да. Ну, плюс дополнительная подпленка и Оно, да, немножко размягчится хотя бы. размягчится. Когда ты перейдешь как раз на нижнюю, ты сможешь с верхнюю также увлажнить. Ну, верхняя у нас вроде бы хорошенькая, в принципе, там нет никаких пленочек таких. Еще бочком-бочком. Движение, когда делаешь, то есть ты должна, вот, ну, у тебя машинка должна тебе в грудь смотреть, чтобы получилась тоже максимально ровная линия. Тоже так же немножечко подвытягиваю, да. Не на зубы сюда, да, потому что, ну, как бы, тут плюс еще и брекеты, да. А вот все-таки помягче, да, сюда. И мизинчик прям вот упираем в большой палец, то есть себе делаем упор для более ровной линии. Здесь вот я могу уже помельчить более такими неторопливыми, да, да, да. И контуры опять медленнее, медленнее. То есть, в принципе, здесь нет какой-то четкой схемы, что делай именно так, да. Какие-то движения определенные должны быть. Тут действительно нужно смотреть по ситуации, по коже, по структуре губ и по удобству, да, вот как тебе удобнее ставить пальчики, чтобы у тебя получилась ровная натянутая линия. То есть не бояться на клиента поставить руки. Конечно. Главное, чтобы именно было удобно. Удобно в работе тебе было. Клиенту ведь важен результат. Да. А когда, допустим, марку ты закрепляешь, там что-то особенно как-то Да, более еще детально, прям мельчу шажки. совсем, да, как маленькие штришочки. Прям почти, можно сказать, линия, наверное. В принципе, уже вот с этого места прям тоже прям так поплотнее. На подходе к арочке, скажем так. Ты делаешь именно поплотнее, не глубже ни в коем случае. Поплотнее, да. Но глубже в том случае, если уж совсем... Совсем не ложится, да, если... Тогда можно, конечно, усилить немножко нажим. Это, опять же, как ты говоришь, по ситуации смотреть. Да, да, да. Если видно, что легко принимает пигмент кожи, да, то все, значит, работаешь в обычном режиме, как привыкла. Если стираешь и нет ничего, то уже, да. Либо пробуешь еще раз плотнее наносить пигмент, либо уже нажим меняешь. Вот здесь прям мелкими-мелкими. Туда-сюда. То есть мелким, получается, но маятником, да, чтобы Да, да, не выходя почти из кожи даже. даже так. И не остается при заживлении тонкой этой линии. В этом месте не остается, да. Но это не значит, что это прям с упором, да? Ну, как бы все в пределах разумного. Конечно, естественно, сейчас еще проверим, посмотрим. И вот здесь по линии я ее немножечко как бы сюда продляю, потом крест-накрест, получается, вывожу другую. То есть, получается, как крестик, да, получается, в зоне арки? В зоне нижней точки, получается. Ну да, вот в этой, на стыке, скажем так. Могу даже еще немножечко пройтись от себя. Видишь, как бы достаточно плотно шла, а пигмента нет. Сколько по времени у тебя на первый проход вот именно уходит? Он такой самый тщательный, да, я так понимаю, самый долгий? Ну, у меня, да. Потому что боюсь потерять эскиз. Да, потом уже. Но в целом у меня на губы может уходить 2,5 часа где-то. Если со съемкой, зависит еще от объема губ, может быть там и 3. Я имею в виду со съемкой, если мне там время позволяет, я могу отснять, да, клиента, подготовить его. Но если даже вдруг потерялся эскиз, да, после закрепления где-то что-то не схватилось, можно восстановить белым карандашом, рисовать себе. При этом ты просишь сесть человека? Ну нет, уже лежа, в принципе, видно примерно, да. А ты не пробовала как-нибудь по-другому, допустим, закреплять, может, полностью проходиться от начала к краю, да, чтобы все в первый проход делать? Или Ну, в принципе, поначалу я так делала, когда закрепляла, да, когда начинала и рисовала эскиз карандашом красным и по контуру белым. И вот, в принципе, там еще ручку добавляла себе пилот.
Там уже, да, наверняка. И уже, да, полным пластом я шла просто сразу с первого прохода. И по времени это не будет быстрее, допустим, если с первого раза пластом все проходить. Не знаю, честно говоря, как-то даже... В принципе, у меня на губы всегда одинаковое время уходило. Мгм. Нет пока такого, что прям вот прям максимально быстро. После того, как ты контур закрепила, ты не против там сесть, чтобы посмотреть, насколько симметрично ты все закрепила? Нет. Ты просто сама видишь, да, что все. Ну, я просто понимаю, что если я шла четко, я же видела, где я иду, да? То есть как бы уже... То есть даже если будет отек, то, в принципе, я понимаю, что я шла по эскизу. Ну, а если в какой-то момент там потерялся вдруг, то, ну, в принципе, да, можно посадить, проверить. Вот видно, там при нажиме, если сухой, когда убираешь, видно, там слегка есть эта линия. Можно для уверенности, конечно, еще пройтись. Вот верхнюю губу я фиксирую все-таки контуром в основном. То есть если на нижней я могу его пошире порисовать, да, а на верхней все-таки больше Тоненькой такой. тоненькой линии, да. И не довожу прям до самого угла четко, миллиметра 2-3 оставляю. Это с чем связано? Ну, потому что, видишь, все равно смыкание, да, идет, и как бы, чтобы не было вот этой вот линии, что прям четко-четко туда вот этот контур заходит. Ты лучше просто, когда уже будешь заполнять, туда зайдешь, да? Да, А лучше вот здесь вот чуть-чуть добавлю яркости. и всё. саму линию лучше не доводить. Да. Ну, то есть не смыкаем их, эти линии нижние. На верхнюю тоже наношу анестезию, уже не стираю, не убираю. Сразу, да, просто наносишь анестезию. Сейчас ты, получается, начнешь заполнением нижней губы, да? Все, губы уже полностью протираю. Тут и консилер уже стирается, или он еще остается? Ну, где-то в каких-то местах может остаться, но, в принципе, мне уже не нужно. Если посмотреть, да, вот видно, что уже Ну, губа. длиннее, да, уже видно. Анестезия ее проявила, и Да, и все. прям уже хорошо ее видно. То, что здесь даже чуть-чуть поярче, не страшно, потому что все равно это место такое, где приживается хуже после схода корочек. Ну, крем уже тоже немножечко размягчил. Да, вот они корочки. уже прям чувствуются помягче стали. Да. Да не, и визуально уже помягче стали. То есть работать уже станет гораздо легче. Думаю, да. И начинаю я прокрас с чашечки. Ты обычно предупреждаешь, да, клиента о том, что все равно, скорее всего, там, где... Да, но это нормально, как бы чуть-чуть-то должно быть чувствоваться. То есть совсем прям абсолютно обезболить сложно. И уже здесь уверенно. Туда-сюда штришком. Маятником. Ну и главное, естественно, чувствовать вибрацию. Она у тебя должна быть по всей плоскости губы одинаковая, чтобы на выходе был равномерный прокрас тоже. От этого зависит. Сильно на слизистую не захожу, но уже, вот в принципе, если посмотреть, где слизистая, да, вот складочки, видишь, где складочка заканчивается, вот я до нее стараюсь, да, что уже дальше я пока сейчас не пойду, только вот до вот окончания этой складочки. И возвращаюсь на хлест 50%. На большей скорости не пробовала работать? И тебе комфортнее, когда она поменьше, да? В принципе, да, мне комфортно. Ну, то есть ты свой штрих должна отработать на латексе и подобрать именно свою скорость. У кого-то она может варьироваться плюс-минус. То есть это тоже не показатель, что вот если я работаю на этой скорости, и ты должна именно на этой скорости работать. Да, под себя подстраиваешь, смотришь. Так же, как и сам вылет тоже. Ну, вылет-то ты должна подстроить так, чтобы у тебя не тек пигмент, и при этом он легко подавался при легком касании. То есть это, в принципе, ну, как бы одинаково для всех, наверное. Зависит только уже от твоей машиночки. Не пробовала работать на машинке, у которой блок сбоку? У меня спирит была. Нормально абсолютно, я с ней хорошо справлялась, мне было удобно, да. Могу даже иногда, если вот я чувствую, что проскочила, да, туда проход, я могу еще вернуться обратно все-таки, да, и потом уже следующий начать. Ну, у тебя, получается, сейчас идет как основной прокрас, где ты полностью заполняешь губы, да? Поэтому нужно хорошо пройтись. Второй проход, да, он всегда самый основной. Ну и здесь уже так побыстрее получается прокрас.
поувереннее. Поувереннее быть, потому что эскиз основное закрепили Да, уже не с потеряю. первого прохода. И ты вот начинаешь, получается, не с уголка, да, идти, а прокрашивать начинаешь, да, с чашечки, да? Потому что самая чувствительная зона, и мне ее хочется более плотно, побыстрее пройти, но чтобы клиенту было максимально комфортно. И там, получается, сначала прорабатываешь чашечку, а потом уже в разные стороны от нее идешь и прокрашиваешь остальную нижнюю. Да. А если верхнюю, то ты начинаешь с арочки прокрашивать. Сарочки, да. Вот я стерла и увидела, что там все-таки маловато немножечко в этой части пигмента было, поэтому Еще раз нужно. чуть-чуть еще, да. Возможно, из-за сухих корочек, да, вот видишь, их прям много, они вот идут прям как раз в том месте, где мало легло пигмента. Да, обычно предупреждаю, что если корочки, то будьте готовы к тому, что, да, в этой зоне будет... И чтобы коррекция, может, как-нибудь заранее увлажнил их или подготовил. Да, памятку обычно высылаю, как подготовиться к процедуре до. Чаще всего следует, честно говоря, следует, да. Но бывают, конечно, моменты, когда приходят прям вот с пересушенными губами, но реже. Ну, то есть, как бы, если клиент нацелен на результат, да, он понимает, зачем он идет, то он, естественно, сделает это. А по уходу ты что обычно советуешь? По уходу в первый день каждые 2 часа протирать хлоргексидином. Говоришь, хлоргексидином, да, просто протирать? Да, просто хлоргексидином протирать. Когда сушат, вазелином тонким-тонким слоем. И все. Со второго дня уже ничего с губами не делаем. Максимально стараемся не мочить. В идеале рекомендую тоже пить даже через трубочку. Соленые, перченые, страстные поцелуи, все, широкие улыбки стараемся исключать, чтобы как можно меньше было растрескиваний, да, механических, чтобы пленочки самостоятельно заживали, сходили. Вот я сейчас, когда разговариваю, я чувствую, что я проскакиваю и не уплотняю, как положено, первый проход, да, и поэтому я сейчас немножечко возвращаюсь. Не бывало такого, что хлоргексидин могли спутать с перекисью, допустим? Нет. Потому что как-то слышала. А в последнее время я начала сама давать хлоргексидин в наборе, да. Просто поэтому многие исключают просто хлоргексидин. Либо там непогода, еще что-нибудь, человек не пошел, а губы в итоге останутся необработанные, да. Поэтому, скажем так, небольшая забота о клиентах. Ну и о качестве своей процедуры, да, то есть как бы для меня же тоже важно. На губах обязательно нужно заполнять маятником, ну то есть как бы, ну точнее даже не то, что обязательно, если ты хочешь более, скажем так, быстрее, да, проход, чтобы все прокрасилось, то... То лучше маятником, да? А по длине? Примерно 5-7 миллиметров. 5-7 миллиметров также, да? Движения, они постоянно у тебя должны быть, машинка под углом 90 градусов. То есть ты, если поднимаешься, все, ты поднимаешься, а не просто вот работаешь, да? По форме губы, да, следишь, чтобы у тебя было по отношению к форме губы? Да, к плоскости губы постоянно 90 градусов. Уголков губ ты, наверное, более плотно, да, кладешь как-то, потому что там очень часто плохо кладется пигмент. Поплотнее могу прям раза 2-3 пройтись. То есть, опять же, не страшно, просто смотришь, чтобы главное... Чтобы наверняка уже положилось и... Ну, вот прям чувствуется здесь более плотная кожа такая с корочками. Ну, сейчас я сделаю проход второй и еще раз нанесу крем, чтобы опять максимально размягчить. На самом деле это очень важно. Как раз-таки самая страдающая зона при заживлении у нас слизистая. Ее сложнее всего прокрасить. И плюс, естественно, если там корочки, то не очень хорошо получится. У тебя сильный отек бывает после процедуры на губах? Ну, в среднем плюс-минус относительно. Я бы не сказала, что сильный, но он присутствует. То есть небольшой умеренный отек – это норма. Это вот когда маятником делаешь, что получается в коже просто работаешь или... Почти. Но я все-таки, мои движения такие на вылет выходящие. То есть внешние границы, да. Да. Они такие более воздушные все-таки. И контур, да, я обязательно опять захватываю, когда прохожу второй проход. Я его не бросаю, что, ну, как бы я его вижу, что яркий и достаточно. Нет, я его еще раз прохожу все равно. То есть ты прям его тоже захватываешь, не прям до него доходишь, а прям вместе с ним. Он не получается тогда ярче? Нет, не получается. Потому что контур, он как бы у меня закрепленный так не слишком ярко, да, как бы. И плюс, когда он заживает, контур тоже страдает.
То есть, как бы, чтобы форма собранная оставалась у губ, желательно все равномерно опять все прокрасить. То есть сплошным полотном, скажем так. Может росить немного, это тоже все в пределах нормы. Когда вытираю, стараюсь от себя. Если я прокрашиваю правую часть, и если я перейду сейчас сюда, то я буду на себя. Делаю это для того, чтобы лимфа, когда выделяется, да, ну как бы губки тут, в принципе, сами по себе сухие, в принципе, почти ничего не выделяется. Но если за губами особенно замечено, да, что прям лимфа выделяется, прям росит сильно, то сюда и сюда. То есть мы как бы ее сгоняем, форму губ опять вот собираем, да, чтобы они у нас не были просто вывернутые, вот как бы, да. Вот сюда, как бы в центр. Вот какая разница, допустим, если работать по обычным губам и по тем, которые они с гиалуронкой, допустим, да, подколотые. Ну, с гиалуронкой удобно, потому что они такие, видишь, упругие. Они как валики, да, такие уже. Да. А те, которые без гиалуронки, ну, они, конечно, тоже бывают плотные, а бывают такие, что более как бы морщинистые, что ли, сухие. Вот. Тогда там, да, как ты изначально спрашивала, можно диск подложить, чтобы сильно самим не растягивать. Диск будет помогать. Как обычно прокрашиваю уголок, да, немножко руку как бы так за клиента и чуть-чуть подвыворачиваю губу. То есть ты ее слегка захватываешь подушечками пальцев, да, чтобы оттянуть хорошо. И опять же мизинцем до конца выворачивая. Ну, чуть-чуть всегда я немножко помогаю себе подвывернуть, да, губу. В уголках можно еще штрих более мелкий тоже делать и замедлиться немножечко, чтобы получше ложился пигмент. Ну, в принципе, вот лужицы появляются, да, ты можешь там уверенно работать. То есть не бояться, да, не сразу вытирать, а прям поработать по самой лужице. Она не мешает, да, тебе? Ну, главное границу, да, вот не потерять нижнюю, чтобы не выйти. Вот так работаешь, потому что чаще всего здесь, ну, правда, очень плохо, как бы сложно прокрашивается зона. Тем более губки сейчас у нас такие упругие. Можно чуть-чуть слегка нажимчик тут увеличить, если плохо ложится, да, ты чувствуешь, что ты плотно положила, вроде бы все хорошо, да. Ты меняешь направление штриха, когда, допустим, к слизистой уже на слизистой работаешь? Да, меня уже более косыми, сеточку рисую. Чтобы не было такой линии, да, вот переход такой резкий от пигмента к своей собственной губе. Да. Здесь вот тоже, кстати, могу еще тоже сеточку положить, если опять же плохо ложится пигмент, да. В натяжке смотрю уже, прежде чем перейти на другую сторону. Если что-то где-то добавляю, если где-то не хватает пигмента. И по насыщенности ты тоже, да, с первого прохода получается? Ну, когда вот основной проход идет, ты пытаешься добиться именно, да, насыщенности? Да, в основном, да. Получается, второй он же основной, и как бы яркость приходит именно на втором. Но на третьем тоже он, ну, как бы, там вроде бы и меньше работы, но он как бы немаловажный момент. Ну да, там все до идеала как бы довести, чтобы было. Я вот еще раз легонечко, да, еще разочек. Да, то есть движения уже не такие более мелкие, да, как первый раз я проходила. Более рассеянные, размашистые. Ну, здесь сейчас, если слышишь такой звук, как бы более жесткий, вот это корочки как раз таки. То есть, в принципе, нажим у меня одинаковый, но из-за корочек кажется, что я тут сильнее нажимаю. Просто вот когда мы проходимся по слизистой, если тут есть корочки, хруст будет более резким. Но это не значит, что я усиливаю нажим. Из-за наличия именно пленочек усиливается звук. Второй прокрас на верхней губе я начинаю с арки. Опять же, можно мизинчик поближе к себе, то есть прям на вторую ручку ставим для упора. И штрихи ты кладешь каким образом? Плотные, небольшие. А по направлению они немножечко идут наискосок по отношению к... Они идут по линии, то есть ты как бы должна вот на себя, любую линию, которую ты ведешь, в принципе, если у тебя машинка направлена в грудь, да, то они и будут параллельно ложиться у тебя. Маятник такой плоский, он как бы не то чтобы в коже, да, но более такой, не прям воздушный, да, то есть. И губу вот немножечко туда, не на зубы, а сюда. Ну, натягиваешь, получается, этими пальцами. Сильно прям вот так, и сильно главное не давить и не растягивать, так слегка, чуть-чуть, потому что, в принципе, у нас, опять же, повторюсь, губы хорошие, плотные, натянутые. Примерно где-то до сюда.
И все, возвращаюсь. Можно прям чуть-чуть попросить расслабиться. И прям вот на зубки ставим пальчик в упор. То есть пальчик всегда должен быть близко к той площади, которую ты прокрашиваешь. Не здесь, да, не там. Ну, то есть прям вот. От этого опять же зависит равномерность твоего штриха, симметричность, да, чтобы ты там не гулял. Кривые линии, чтобы у тебя не получились. Ну, ты ставишь руку таким образом, чтобы именно у тебя была устойчивость у мизинца, чтобы максимально было удобно класть штрихи. Еще опять сюда вернусь и уже буду ту сторону прокрашивать. А потом уже вернусь к латеральным частям. А вот Фарадайза Гранулки. Если гранулки есть, то прям точечно. точечно прям, да, ты проходишься? То есть как бы не просто плотнее там делаешь, допустим, мелким этим, а прям вот точечно, да? Ну, сначала первый проход, скажем так, я делаю. Ну и как бы опять же зависит от кожи. Если хорошо принимается, то все, я как бы работаю просто с полотном и не замечаю, что есть они там, нет их там. Ну, они сами по себе просто Да, прокрашиваются и таким все. А если не прокрашиваются, то все, движение замедляешь, либо прям точечно, либо прям маленькими штришочками их проходишь. Ну, тут пигмент вроде хорошо ложится, да? А здесь, да, мне нравится прям, как он ложится. И вот это место, да, мы его не просто вот арочки свели, здесь подкрасили, и здесь штришки сошлись, а прям вот плоскость, да, чтобы эта плоскость была прокрашена, потому что это место тоже чаще всего может страдать. То есть я не бросаю, вот закрасила, да, и вот так уже слегка здесь, а прям вот плотно вот это место, смыкающееся, да, двух, скажем так, блоков, его еще раз прям хорошенечко. Слизистую опять же не дохожу пока. А если вот, допустим, губы, они увеличены, и у них граница между слизистой, ее не видно, ты как это определяешь обычно, чтобы не заходить на нее? Ну, это чаще всего получается, вот когда губки закрыты, да, вот закроет человек, в принципе, в спокойном состоянии, да, но это, в принципе, вот эти части, да. Слизистые — это уже когда немножечко, там еще процентов 30 остается до того момента, как они сомкнутся, и уже дальше туда, вглубь. Но я для себя так вот определяю. Ну, просто, допустим, если они увеличенные губы, они, как правило, да, они вытянутые, они, да, вывернутые, поэтому, чтобы по слизистой тоже не работать с самого начала, что они же сильно потом опухают. Да, в спокойном состоянии смотришь. Для себя визуально определяешь, да, где у тебя будет проходить работа. Ну, обычно такие губы, кстати, да, они отекают тоже достаточно так быстро. Там еле дотронулся, уже все, отек пошел. И, как правило, у них тоже и сукровица выделяется, и Сосуды ближе становятся, а гиалуронка, она, наоборот, притягивает воду, да. И когда начинает выделяться сукровица, она ее как бы к себе, наоборот, еще больше притягивает, да. Еще больше отек от этого. Но небольшой отек, он мне, наоборот, даже нравится в работе. Он как бы дает такие красивые губки, аппетитные, скажем так. да, бывает такое еще, потом люди смотрят и такие, подколоть их, что ли? Да, кстати, есть такой момент. Вот еще раз. Это место, оно тоже плохо прокрашивается, сложнее, точнее, чем остальные зоны. Гораздо так плотнее проходишься, да, и чаще. Несколько раз. Но при этом следим за нажимом, чтобы не переборщить ни в коем случае, не сделать этот участок более ярким. Ты уже по наблюдениям, да, понимаешь, где плохо заживает? Уже да. Клиент, когда приходит на коррекцию, видно, какая зона чаще всего страдает, чтобы коррекцию сделать побыстрее. Потому что если придет плохая работа, ты, естественно, будешь больше времени тратить на коррекцию. А если ты один раз хорошо поработал, то у тебя уже и коррекция быстрее же будет. То есть нужно будет добавить в целом яркость, спокойно, просто еще раз пройтись по губам. Старайтесь расслабляться сильно, не смыкайте. Третий проход. Я начну с верхней губы. Ты там уже более смело, да, работаешь посередине, где слизистая? Ну, смело, но все равно это не значит, что там штрих большой, да, то есть не гуляю все равно. Ну, так, побольше уже немножечко размах можно сделать. Примерно сколько? Ну, где-то, может быть, 8, 7-8. Если тут 3-5, ой, 5-7 где-то примерно, да, там уже 7-8. Чуть-чуть прям побольше, не намного. Ну, совсем не намного, да, я так и заметила, ты знаешь. Ну, потому что слизистая же тоже сложно укладывается, и если ты там будешь сильно махать, чем твои движения, получаются более, точнее, размашистые, у тебя получается более травматичная работа. По контуру у клиента была пигментация небольшая. Прям такая легенькая-легенькая.
Сейчас Может быть такое, что... Но сейчас-то оно сравняется, а при заживлении оно все равно может еще немножечко проявиться. И тогда уже, конечно, опять же смотрим. коррекция, да, И уже можно чуть-чуть будет уже, исправить? да, чуть-чуть. Где-то что-то подправляем, подгоняем. Если пигментация сильная, прям сильная, желательно на ней корректором поработать. То есть здесь она как бы не сильно критичная была, чуть-чуть слегка. А если сильная, то корректором предварительно поработать. И получается, что еще уточнить нужно у клиента, это пигментация у нее временная, сезонная, либо постоянная. Если пропадает, да, и это сезонная пигментация, лучше клиента отпустить и сказать, что приходите позже, когда она будет поменьше, да, иначе можно как бы еще хуже только сделать, если она временная, да. Тут опять же ты поднатягиваешь, Да, выворачиваешь. чуть-чуть слегка, чуть-чуть подвыворачивать легонечко. удобнее. Да, вот, кстати, тут есть гранулки. При заживлении какой получается цвет? Такая вот какая-то пепельная роза так и получается, наверное, только чуть более ярко выраженный, да, натуральный цвет, как будто бы свой пигмент на губах. Часто клиенты путают, приходят и говорят иногда, что вот у меня ничего не осталось. Ты им показываешь Да, фото до, и там, конечно, колоссальная разница. Если рука легкая, в принципе, ты можешь перевернуть на себя, то есть чтобы окошечко у тебя на себя смотрело, и тогда оно чуть пожестче будет красить. Иголочка будет пожестче ходить, и тогда тебе легче будет прокрашивать. Здесь по корочкам еще раз прохожу. Не хочется мне оставлять, да. Можно слегка, чуть-чуть. Это, конечно, не очень приятно, но немножечко их пытаться. Подпитаешь. Ты ватным диском, да, смоченным слегка их убираешь? Ну, либо чуть слегка такой суховатый, как бы не сильно он влажный должен быть, иначе он просто трения не будет, и он, получается, ничего не слинит. Тогда уже лучше, да, пигмент ложится на то место, где ты... Ну, если получилось немножечко, то, конечно. Но, опять же, приживаемость может быть от этого не стопроцентная, потому что кожа травмированная, получается, да, то есть мы ее проскрабили. Она, получается, не готова, да, к нанесению, ну, внесению пигмента? Она, скажем так, сырая и не сможет принять в себя нужное количество пигмента, и после заживления все равно, опять же. Не факт, да, что там останется. Бывает такое, что клиенты пытаются тебе помочь как-то там, то открывают как-то рот или там... Ну да, поворачиваются за мной, да. Особенно, когда брови делаешь, они уже понимают, что нужно поворачивать голову еще чаще, и они уже в тандеме с тобой. Бывает наоборот. Ты как бы пытаешься человека подвинуть, а он просто ни в какую, да, вот. Ты постоянно ломаешь. Ну, в принципе, если бы губки были вот без корочек, то, я думаю, мы бы уже закончили. Потому что я сейчас еще раз опять иду в целях того, чтобы при заживлении все-таки максимально прижилось. Надеюсь. Поплотнее положу еще. И ты, получается, используешь консилер, чтобы в конце... Чтобы убрать красноту на губах. И опять же, форма более собранная получается. То есть я понимаю, что я прокрасила хорошо, да. То есть я не закрашиваю какие-то свои косяки, а чисто просто собираю заново форму и красоту. Ну, грубо говоря, убираю. просто раздражение кожи, естественное, ты его просто немножечко маскируешь. Ну и чтобы красиво было на фото, опять же. Такие фотографии требуют меньше обработки. То есть быстренько там, элементарно что-то, какие-то локально прыщики убрать, если вдруг есть. Может, было бы удобнее использовать, допустим, не консилер, он более, мне кажется... Он более плотный, да, поэтому я использую тоналку чуть-чуть. И причем я его мешаю с консилером. То есть как бы тоналка совсем жидкая, а тут вроде бы немножечко так Ну, плотнее. есть же разная тоналка, есть Ну, более либо плотная. да. Можно подобрать плотнее. И как ты говорила ранее, кисть ты используешь одноразовую. Обязательно всегда после завершения процедуры только одноразовая кисть. Оттенок какой выбираешь? Какой-то нейтральный? По-моему, у меня слоновая кость на тоналке. Ну, я сейчас могу показать. Ну, у меня, в принципе, нет же такого, чтобы создать какой-то мейкап, да, профессиональный. Просто чисто, слегка, чуть-чуть. Опять же, если сейчас вот где-то я зашла тоналочкой, потом уберу зеленым мылом. Сейчас основное это красноту убрать. Конечно, да, вот.
Ну, то есть, как бы ты видишь, да, прокрас, вот он есть, но мне хочется вот немножечко... Ну, дальше, да, уже как кожи. после этого пошло раздражение небольшое вокруг. Ну и плюс, когда кожа вообще ровная, да, губки так красиво выделяются. Цвет становится более такой насыщенный. Ну да, у некоторых бывает еще, что кожа очень чувствительная, и она сильно краснеет. Есть такое, да. Консилер помогает визуально сделать эстетично. Ну, просто главное этим не злоупотреблять, да. То есть как бы консилером можно реально в конце создать форму, которой нет. Ты просто по-готовому аккуратно уже проходишься, не изменяя ее при этом. Четко вот по линиям. Прям максимально соприкасаясь с прокрашенным участком. Ой. Можно еще по границе чистой пройтись, вот так слегка, скажем так, прям смягчить. Растушевать, да, таким образом. И все, где я попала на кожу губ прокрашенную, ну, зеленым, да, и микробрашем. И все, и максимально чистим губы, чтобы там никаких волосков, пылинок, ничего не было, потому что на кадре это будет все очень сильно видно, да. В конце процедуры на губы наношу мазь Трифолан. Он дает красивый блеск на губах, появляется легкая бархатистость. И они, видишь, уже подсохли. Сейчас он их немножечко увлажнит и сделает более такими аппетитными тоже. Крем наносим равномерно, стараемся по контуру тоже, чтобы не где-то там, да, не выезжаем ровненько. Чтобы все участки у нас, скажем так, блестели, иначе тоже из-за этого может показаться на фото несимметрично. То есть, ну, вот самый такой, наверное, красивый ракурс, когда ловим фокус. Как красиво. Фото делаю, опять же, сеткой обязательно. По центру. А для чего сетка тебе нужна уже в конце, чтобы это По симметрии просто красивый ракурс словить, чтобы губки были в центре, да, не где-нибудь там или там. То есть тебя она, в принципе, дисциплинирует, да, то есть как бы ты ориентируешься на центральный квадратик и уже ловишь ракурс. Клиента можно чуть-чуть слегка попросить улыбнуться. И просто уже смотришь, да, красиво. Если ты делаешь так фото, у тебя как бы... Да, немножко лицо Да, искажается, да. То есть все-таки ловишь, смотришь, да. Но если, например, какая-то из губ больше, например, отек появился, да, ты немножко пытаешься его как бы скрыть. Вот так лавируешь, да, и немножечко на фото это скрываешь. Сбоку тоже красиво. Можно слегка попросить приоткрыть ротик. Если вам понравилось это видео и вы захотите пройти обучение, то вы можете посмотреть все ссылки на мой профиль под этим видео. Welcome на обучение!